Вот знаете, оглядываясь назад, я вспоминаю анонс первой мини-кампании Kingdom Rush Alliance под названием «Неугасимая ярость», где нам были представлены два новых героя игры. Именно тогда, благодаря интервью Овечкина, я впервые на своем канале освещал историю этого легендарного героя. После чего решил углубиться в детали метаморфоз данного персонажа и провел полный обзор и анализ его жизни. Несмотря на то, что сама история героя начинается еще с Origins, более детальнее с легендой франшизы мы знакомимся во Фронтирсе, раскрывая весь его потенциал и всю его силу, знакомясь с его мощными способностями и умениями. Да что говорить, это единственный балбес, которому хватило смелости и сил сразиться с матерью всех виверн Джакулой. И да, в этой схватке он проиграл, но сила магии Везнана помогла собрать его кости воедино и вновь вдохнуть в дракона новую жизнь. Как ты уже догадался, речь в сегодняшнем видео пойдет о могущественном костяном драконе Кощее. Именно эта легендарная карта является новым баннером свежего обновления игры. А учитывая, какая огромная фан-база у этого дракона, появление Кощея в Kingdom Rush Battles было вопросом времени. Я, например, думал, что это произойдет намного раньше. Как и любая другая легендарная карта, Кощей стартует с 7 уровня прокачки. Имеет в своем активе 4255 единиц здоровья и урон в размере 560-662 единиц при скорости атаки в 1,7 секунды, что выше, чем у Айскальда и Бересада, но ниже скорости атаки с пола. К тому же основная атака имеет эффект отравления, при котором враг в момент смерти взрывается, нанося урон по области в размере 280-331 единицы и заражая рядом находящихся мобов. Броня отсутствует, а скорость передвижения относительно невысокая. Время респауна 20 секунд, что в условиях динамичности игры Kingdom Rush Battles существенный минус, если сравнивать с героями не драконами, у которых этот показатель значительно выше. Ну а теперь давай более детальнее разберем основные способности и скиллы героя. Первая способность — костяные виверны, что для меня довольно странно, так как оригинальный Бонхард спавнил костяных песиков, которые точно летать не умели. Хотя, учитывая фетиш разрабов на летунов, начиная с Альянса, удивляться не приходится. К тому же у меня есть еще одна теория по этому поводу, но это уже, друзья, контент 18+. Итак, убивая каждого третьего врага, Кощей отправляет на сторону соперника костяную виверну, имеющую в своем активе 8905 единиц здоровья и 95% магическую броню. К тому же при смерти виверна взрывается, образуя смертельное облако, заражая чумой всех находящихся в радиусе поражения юнитов. Скажем так, неприятная птичка. Следующая способность — волна хвори. Кощей поглощает в себя тьму, после чего обрушивается на врагов, нанося урон по области в размере 1781-2035 единиц и заражая выживших после атаки врагов чумой. Время восстановления способности каждые 23 секунды. Еще одна способность — чумное облако. Каждые 16 секунд Кощей создает ядовитое облако, которое на 30% замедляет всех врагов в радиусе поражения и накладывает эффект чумы. Способность длится 4 секунды. И последний навык этого легендарного дракона — расползающееся поветрие. Каждые 30 секунд Кощей выпускает по всей области игрового поля 5 зараженных чумой снарядов, каждый из которых наносит урон в размере 1272-1527 единиц, что довольно больно и ощутимо. Я уже вижу, как лихорадочно игроки Kingdom Rush Battles подсчитывают свои накопленные свитки или судорожно пытаются обналичить билетики в натиске, дабы как можно быстрее заполучить себе в коллекцию этого костяного гиганта. Карта реально мощная, как в лучших традициях классических частей игры. И если ты не успел оседлать дракона в Альянсе, у тебя будет прекрасный шанс сделать это в Battles. Окажет ли влияние на игровой баланс, атмосферу в зале героев и на игровой стиль в целом появление Кощея? Думаю, однозначно. Но вот хорошо это или плохо,
покажет время. В любом случае, герои, которые не игрались до этого момента, так и останутся в глубоком запасе. Ну и напоследок немного информации касательно изменений внутри самой игры. Добавлена новая функция – профиль игрока. Теперь каждый может настроить свой игровой профиль индивидуально под себя, показывая свою оригинальность и игровые достижения. А также это даст возможность отслеживать свою игровую статистику. К тому же в ближайшем будущем разрабы обещают появление новых косметических предметов. Прям интрига жуткая. Исправлена ошибка, из-за которой бонусы сумеречных длиннолучников и скаутов не суммировались должным образом. Исправлена ошибка, из-за которой всадники смерти бафали скелетов гораздо круче, чем предполагалось. Также исправлена ошибка, из-за которой стоимость способностей скаутов была перепутана. Пофиксили баг, из-за которого прицеливание длиннолучников на самого жирного моба иногда не срабатывало. А еще исправили ошибку, из-за которой навык шипованного выстрела Алерии не срабатывал по таймингу, если враг умирал до того, как стрела попадала в землю. Молодцы, Айронхайды, огромный объем работы успели сделать за последние несколько дней. И драконью DLC релизнули, которая, кстати, получилась очень классной, и исправили ряд ошибок в Kingdom Rush Path. Ну а на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.